Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Еще одна модель из новой коллекции Brunello Cucinelli. Такой льняной джемпер, базовый джемпер. Видите, спущенный рукав, круглый воротник, но изюминка здесь это решеточка. Поэтому попробуем разобраться с решеткой. В оригинале используется пряжа из льна 94% и нейлон 6%. И волокна льна объединены с легкими пайеточками. Если вы захотите как можно ближе быть к оригиналу, то вам придется поискать похожую пряжу. Я себе такой задачи не ставила и связала образец из хлопка. У меня вот такой из шерсти, пряжа, 73% хлопок и 19% шерсти и 8% вискозы. Тоже такой легкий воздушный пряжа. И поэтому, я задачи себе не ставила, как можно ближе подойти к оригиналу, просто попробовать связать образец. Скажу честно, я пыталась воспроизвести полностью решетку из этой модели, но в процессе моих изысканий у меня получился другой узор. Я не претендую на авторство, но этот узор я сама родила в муках творчества. У меня даже по ночам снилось, как можно связать эти петельки. И поэтому я предлагаю вам вот такой вариант. Если вы хотите полностью скопировать модель Brunello Cucinelli, вы, конечно, попробуйте сами этот узор придумать или поискать в интернете. Я думаю, мои коллеги тоже этим занимаются. Но я решила этого не делать, а показать вам именно то, что я смогла придумать, что у меня получилось. Причем вот этот узор как красиво смотрится как вот с лица, вот это его лицевая часть, так и с изнанки, посмотрите. Если его использовать изнаночную сторону, он тоже красиво смотрится. Естественно, здесь вот лицевую гладь делать, да. И можно использовать этот узор как с лица, так и с изнанки. Вяжется он очень легко. Раппорт у него всего 2 петли и 4 ряда. Поэтому я вам сейчас покажу, как я это делаю. А вы, если понравится, вяжите. Если не понравится, значит, ищите что-то другое, ничего. Так, первую кромочную я снимаю. Потом, в начале ряда я делаю простой накид и вяжу 2 петли вместе. А дальше, надо делать двойной накид. Я делаю так: 1, 2 и опять 2 петельки вместе. Я вяжу классикой, поэтому я петли не перевешиваю, просто спокойно их вот вяжу. Видите? Опять двойной накид, 2 петельки вместе. Опять двойной накид, 2 петли вместе, двойной накид, 2 петли вместе. И так дальше мы доходим с вами до конца ряда. 2 петли вместе, двойной накид, 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 2 петли вместе, двойной накид. И последний раз 2 петли вместе. И в конце я делаю не двойной накид, а также одинарный, как и в начале ряда. И кромочная. Так, мы разворачиваем изделие на изнанку. Нитки запутались. Так. Разворачиваемся на изнанку. И теперь что мы делаем? Опять кромочную я снимаю. И теперь я провязываю вот этот одинарный накид и мою изнаночную, с лица она лицевая, а здесь она изнаночная. Провязываем их вместе изнаночной петлей. Следующее, вот у меня двойной накид. Первую часть его я провязываю лицевой, а вторую часть, вот у меня она остается, опять ее вместе с изнаночной. Первую часть накида лицевой, вторую часть накида вместе с изнаночной. Опять лицевая вместе
изнаночной, лицевая, вместе изнаночной, опять лицевая, вместе изнаночной, лицевая, 2 петельки вместе, лицевая, изнаночная. В общем, может, я быстро показываю, но смотрите, вот у нас это двойной накид, который мы делали двойной. Вот первую его часть я провязываю лицевой, а вторая часть у меня остается на спице. Ее я провязываю вместе с петелькой, которая сейчас у нас изнаночной смотрится. Опять первую часть лицевой, вторую часть вместе с изнаночной петлей, лицевой, вторую часть вместе с изнаночной, лицевая, вторая часть вместе с изнаночной, лицевая, вторая часть вместе с изнаночной. И в начале ряда вот у нас остался одинарный накид, я его провязываю просто лицевой и кромочную. Так, мы разворачиваемся. И теперь я почему сказала 4 ряда, потому что в принципе вот сейчас третий ряд, он будет похож на первый. Единственное, что вот мне не понравилось, когда я разрабатывала этот узор, мне вот не понравился вот этот накид, вот видите, он как бы вот перекрещивается, я его решила убирать. Но в принципе его можно и оставить, и вязать сейчас третий ряд так же, как мы вязали первый. Вот, поэтому вы можете попробовать и так, но я решила его убрать, и я сейчас покажу, как я это делаю. Значит, первую кромочную я снимаю, и опять мы должны провязать 2 вместе. Значит, в начале ряда мы делаем один накид, и я подвожу спицу вот под эту перемычку, которая мне вот не понравилась, да, и потом ввожу в 2 вместе и провязываю их лицевой, и вот эту вот перемычку я перекидываю. Вот она у меня убирается. Теперь в следующий раз мы опять делаем двойной накид. Вот эти мы должны 2 петельки провязать вместе, но я подвожу под эту перемычку, провязываю их 2 вместе и перетягиваю через эту перемычку. Опять двойной накид, 2 вместе захватывают эту перемычку и ее через нее протягивают связанную петельку. Опять 2 вместе. Не забывайте делать накид. Вот сейчас у нас идет двойной. Опять я ввожу спицу под эту перемычку и протягиваю. Опять двойной накид, спицу под эту перемычку, потом ввожу в 2 петельки, я их провязываю, и вот эту вот перемычку через нее протягиваю провязанную петлю. Опять двойная петелька, ввожу спицу в перемычку, провязываю 2 вместе и протягиваю. Опять двойной накид в перемычку и протягиваю. Двойной накид в перемычку, 2 вместе и протягиваем. Двойной накид в перемычку, 2 вместе и протягиваю. И осталось совсем немножко. Опять перемычку перекидываю, двойной накид, двойной накид, перемычку, петельки вместе, протягиваю и в конце делаю одинарный накид и кромочную. Вот мы связали с вами 3 ряда. Значит, 4-й ряд вяжется так же, как второй. Опять мы берем и вот вывяжем. Вот первый накид и изнаночная мы вяжем вместе, провязываем вместе изнаночной. Первую часть накида лицевая, вторая часть накида вместе с изнаночной петлей вместе. Первую часть лицевая, вторая
опять лицевой, вторая вместе с изнаночной. Так вяжем с вами до конца ряда. И в принципе вот это раппорт узора у нас уже закончен. Сейчас я только покажу, как потом перейти на вязание, если вы хотите. Не хотите, а вот по рисунку там идет чередование вот этой решеточки с лицевой гладью. Ширину решетки можно посмотреть на оригинале, если вы хотите так же делать. Если нет, можете ширину этих полос опять-таки придумать, как вы хотите, да? Взять немножечко идею, а вязать уже самим. Вот я почти дошла до конца. Опять последняя 2 вместе. И последний накид одинарный у нас просто лицевой я провязываю. И кромочная. Вот условно мы провязали необходимую высоту нашей решеткой, как мы хотели, да. И теперь нам надо перейти на вязание лицевой гладью. Значит, что мы для этого делаем? Мы провязываем лицевой. Опять я подхватываю вот этот протяг, чтобы она не была у нас лицевая. И все петли мы так вот вяжем просто лицевой. Единственное, что вот этот перемычечку я ее убираю все-таки, да, мне она не очень нравится, когда она остается на рисунке. Видите, опять я подвожу под нее и провязываю их вместе. Лицевая, лицевая. Ну и вот так вяжете ряд до конца. Это вы переходите на вязание лицевой гладью. Вяжете лицевой гладью, естественно, с изнаночной стороны изнаночные петли, с лицевой стороны лицевые. Провязывайте необходимую высоту. И потом опять можете переходить на вязание вот такой вот решеточки. Вот все, что я хотела вам сегодня показать. Я надеюсь, что вы на меня не будете обижаться, что я начала с Брунелли Кучинелли, а потом перешла на свой узор. Но мне показалось, что этот узор тоже достойный, ему имеет право на существование. Поэтому на сегодня все, что я хотела вам показать. Пока-пока. С вами была Светлана.